Маленький медвежонок, которому едва исполнилось 10 недель, мчался изо всех сил по сухим зарослям дальневосточной тайги. Лес, который раньше казался ему огромной игровой площадкой, внезапно превратился в смертельную ловушку. Его мать исчезла 2 дня назад, возможно, увлекла за собой опасность, чтобы спасти сына. И теперь он был совсем один. За ним по пятам шла стая голодных волков. Это были опытные лесные охотники, чьи серые шкуры сливались с тенями деревьев. Их холодные желтые глаза были прикованы к неуклюжему бурому комочку, который отчаянно перебирал короткими лапками. Медвежонок слышал за спиной их хриплый вой и тяжелое прерывистое дыхание. Каждый хруст ветки под лапами преследователей звучал для него как приговор. Воздух в тот день был густым и неподвижным, пропитанным запахом хвои и страха. Впереди, на краю небольшой поляны, среди пожелтевшей травы показалось одинокое старое дерево. Это был древний вяз с перекрученным, как канаты, стволом и редкими, но мощными раскидистыми ветвями. Медвежонок не колебался ни секунды. Инстинкт, заложенный предками, кричал ему «Вверх!». Он бросился к стволу, вложив в этот прыжок последние остатки сил. Маленькие, но уже острые когти вонзились в грубую шершавую кору. Его лапы скользнули по сухому дереву, сердце колотилось в груди, как пойманная птица, но он упрямо зацепился сильнее. С каждым рывком он поднимался выше, пока земля не осталась далеко внизу. Волки окружили дерево в считанные секунды. Они прыгали, пытаясь достать до нижней ветки, и щелкали зубами в опасной близости от его хвоста. Их рычание звучало глухо и зловеще. Медвежонок карабкался все выше, пока не добрался до узкой развилки. В этот момент одна сухая ветка внезапно треснула под его весом. Он едва не сорвался, но успел перехватиться. Правда, острый сучок глубоко царапнул ему шею. Детеныш тихо заскулил от неожиданной боли, но страх перед хищниками внизу был сильнее. Он прижался к стволу, дрожа всем телом и глядя вниз на серый круг смерти. Проходили часы. Солнце висело прямо над поляной, беспощадно выжигая остатки влаги. Жара давила, и вся местность словно дрожала в легкой дымке. Медвежонок чувствовал, как жажда и усталость сковывают его тело. Волки, понимая, что добыча никуда не денется, улеглись в тени кустов, не сводя глаз с дерева. Но к полудню голод и жара сделали свое дело. Вожак стаи поднялся, коротко рыкнул, и один за другим волки начали уходить в густые заросли, растворяясь среди высокой травы. Медвежонок остался один на высоте. Но теперь возникла новая проблема. Высота, которая спасла ему жизнь, теперь не отпускала его. Каждый раз, когда он пробовал посмотреть вниз, у него кружилась голова. Лапы затекли, а когти, впившиеся в кору, начали подрагивать от перенапряжения. Он издавал тихий жалобный звук, звал мать, но тайга отвечала лишь шелестом ветра. Высоко в небе, в восходящих потоках горячего воздуха начали кружить крупные птицы. Их широкие крылья отбрасывали быстрые тени на землю. Это были падальщики, которые терпеливо ждали момента, когда силы покинут маленького зверя. Медвежонок начал слабеть, его веки тяжелели. И вдруг тишину нарушил мощный свистящий взмах крыльев. На ветвь неподалеку опустился огромный беркут, властелин Поднебесья. Его перья отливали золотом на солнце, а крючковатый клюв выглядел грозно. Птица внимательно смотрела на маленького израненного медвежонка. В ее взгляде не было голода, скорее странное любопытство древнего существа. Беркут не улетал. Он осторожно расправил крылья, демонстрируя их невероятный размах, и перелетел на ветку чуть ниже, оказавшись прямо под лапами медвежонка. Малыш испуганно фыркнул, прижимая маленькие уши, но птица оставалась неподвижной, словно живой мост. Инстинкт выживания подсказал медвежонку безумную мысль.
Он осторожно перенес вес тела и опустился на широкие жесткие крылья беркута, цепляясь когтями за перья. Птица не вскрикнула. Она плавно, словно в замедленной съемке, спланировала вниз, смягчая падение. Как только лапы медвежонка коснулись мягкой травы, он, не оглядываясь, бросился в густой малинник. Беркут же, сделав круг над поляной, взмыл в небо и растворился в лазурной вышине. Именно в этом малиннике его и нашел Дмитрий, инспектор по охране природы. Он патрулировал этот сектор на своем старом внедорожнике и заметил необычное шевеление в кустах. Когда он увидел маленького измученного медвежонка с окровавленной шеей, его сердце сжалось. Дмитрий знал, без помощи человека такой кроха в тайге не жилец. Дмитрий аккуратно завернул малыша в свою куртку и отвез в реабилитационный центр. Там начались долгие недели восстановления. Ветеринары лечили рану на шее, а Дмитрий сам выкармливал его из бутылочки специальной смесью. Сначала медвежонок, которого назвали Бурым, боялся каждого звука, но постепенно он начал узнавать голос Дмитрия. Медвежонок рос невероятно быстро. Из маленького комочка он превратился в крепкого подростка. В вольере Дмитрий учил его важным вещам. Прятал еду, чтобы Бурый учился искать ее по запаху, приносил ветки с дикими ягодами. Инспектор часто сидел у края вольера и рассказывал медведю истории о лесе, о том, что скоро ему придется вернуться домой. Бурый слушал, склонив голову набок, и иногда тихонько толкал ладонь Дмитрия своим влажным носом. Наступил день расставания. Бурого отвезли в самый глухой район заповедника, в долину Кедровых скал. Когда дверь клетки открылась, медведь не сразу вышел. Он долго принюхивался к запахам свободы, а потом обернулся к Дмитрию. В его глазах было что-то большее, чем просто животный интерес. Это была глубокая, осознанная привязанность. Медведь издал короткий звук, похожий на прощание, и исчез в зеленом море тайги. Прошло 5 лет. Бурый превратился в огромного могучего медведя, настоящего хозяина этих мест. А Дмитрий продолжал свою службу. Однажды, преследуя браконьеров в каменистом ущелье, инспектор совершил роковую ошибку. Камень под его сапогом пополз вниз, и Дмитрий сорвался с крутого склона. Он упал в узкую расщелину между 2 гигантскими валунами. Нога была сломана, а рация разбилась о камни при падении. Боль была невыносимой, а холод ущелья быстро забирал силы. Дмитрий понимал, что в этой глуши его найдут не скоро, если вообще найдут. Он закрыл глаза, прощаясь с жизнью. Но вдруг он услышал тяжелые, уверенные шаги. Камни заскрежетали под чьим-то весом. Дмитрий открыл глаза и увидел над собой массивную голову. Огромный медведь стоял на краю расщелины. На его шее белел старый шрам, след той самой сухой ветки. Это был Бурый. Медведь смотрел на человека своими темными, умными глазами. Он узнал запах, он узнал голос, когда Дмитрий прошептал: «Это ты, мой хороший». Медведь не ушел. Он сел на краю и начал издавать невероятно громкий протяжный рев. Звук был настолько мощным, что вибрировал в груди у Дмитрия. Медведь повторял этот призыв каждые несколько минут, словно подавая сигнал бедствия всему лесу. Кроме того, Бурый не подпускал к ущелью никого. Ночью Дмитрий слышал, как медведь отгонял рычанием стаю волков, которые почуяли запах крови. Рев медведя, необычный и настойчивый, привлек внимание поисковой группы на следующее утро. Спасатели, вооружившись ракетами, подошли к ущелью и увидели гигантского зверя, который сидел у расщелины как верный страж. Когда люди приблизились, медведь не проявил агрессии. Он медленно поднялся, последний раз посмотрел на Дмитрия, которого уже начали поднимать на носилках, и величественно ушел в чащу. Дмитрий выжил. И теперь каждый раз, когда он выезжает в патруль, он оставляет на краю той самой долины немного дикого меда или охапку свежей рыбы.
Он знает, что где-то там, в глубине лесов, за ним приглядывает старый друг. В диком мире, где выживает сильнейший, благодарность оказалась сильнее любого инстинкта. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Мог ли зверь действительно запомнить добро на столько лет? Расскажите в комментариях о своих случаях встречи с дикой природой. А если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!